Сегодняшние выборы в Грузии проходят в обстановке накала и пристального внимания международных наблюдателей. Основные события сосредоточены вокруг многочисленных нарушений, которые могут повлиять на исход голосования. Наблюдатели сообщают о том, что представители местных администраций, ассоциированные с партией «Грузинская мечта», могут оказывать давление на избирателей. Фиксируются случаи угроз в адрес сотрудников муниципальных учреждений. Выявлено, что определенные финансовые структуры, близкие к правительству, предлагают денежные компенсации в обмен на лояльность. В условиях экономической нестабильности это может существенно повлиять на мнение многих граждан. Сообщается о случаях вброса бюллетеней и манипуляциях в списках избирателей, что указывает на возможные махинации с целью поддержки правящей партии. Местные власти предоставляют инфраструктуру и ресурсы на поддержку агитации, направленной на продвижение грузинской мечты, что ставит под сомнение честность избирательного процесса. Эти нарушения могут привести к обострению протестных настроений, особенно среди оппозиционных сил и их сторонников, что несет риски дестабилизации. Если победу одержит партия «Грузинская мечта», можно ожидать, что Грузия продолжит курс, направленный на сохранение прагматичного нейтралитета между Россией и Западом. При грузинской мечте сохранится осторожная политика взаимодействия с Россией, что приведет к укреплению экономических связей, так как Россия остается крупным экспортным рынком для грузинских товаров и поставщиком газа. В условиях продолжения власти грузинской мечты может усилиться авторитаризация. Недавние протесты и давление на оппозицию указывают на то, что власти могут пресекать оппозиционные движения более жесткими мерами, что станет источником недовольства. Недовольство результатами выборов, особенно с учетом нарушений, может вызвать волну протестов. Грузия не раз сталкивалась с цветными революциями, и повторение сценария не исключено в случае значительных нарушений и неудовлетворенности результатами. В случае успеха оппозиционных партий, таких как Единое национальное движение или коалиции проевропейских сил, вероятен иной курс развития. Оппозиционные партии выступают за более тесное сотрудничество с Европейским Союзом и НАТО, что может вызвать ответную реакцию России, учитывая чувствительность вопроса безопасности и регионального влияния. Если оппозиция получит власть, возможно охлаждение торговых связей с Россией, что станет ударом для экономики, но усилит политическую интеграцию с Западом и поддержку международных финансовых организаций. Оппозиция в случае победы будет стремиться к усилению социальных программ, что может привести к улучшению условий для бизнеса и уровня жизни, но потребует значительных средств, которые страна может привлечь через западные гранты и займы. Выгода Армении в случае победы грузинской мечты. В условиях, когда Грузия будет стремиться поддерживать равновесие в отношениях с Россией, Армения также может извлечь выгоду из укрепления экономического партнерства в регионе, включая Грузию и Россию. Это позволит укрепить позиции Армении как транзитной страны и снизить экономическую зависимость от Турции и Азербайджана. Армения будет заинтересована в стабильных отношениях с нейтральной Грузией, которая не усиливает давление на армянскую диаспору в Джавакетии и поддерживает двусторонние проекты. А минусом будет то, что западные проекты, как, например, коридор Север-Юг, который из Индии через Иран пройдет по Армении до Грузии и оттуда по Черному морю в Европу, может не состояться, поскольку грузинская мечта – это, так скажем, не прозападная сила. Иванишвили хочет иметь больше дел с Путиным, делая отговорки, что якобы, если он не будет идти навстречу к Путину, то Россия на момент может решить и напасть на Грузию. Выгода Армении в случае победы оппозиции. С другой стороны, проевропейские партии, пришедшие к власти, могли бы поспособствовать укреплению отношений Грузии и Армении на фоне общей направленности на интеграцию в западные структуры. Это создаст дополнительный стимул для западных инвестиций, в том числе в совместные армяно-грузинские инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог и укрепление энергетического партнерства. Однако усиление западного влияния может также подтолкнуть Грузию к охлаждению отношений с Россией, что несет определенные риски для Армении, которая по документам до сих пор является союзником России и состоит в ЕАЭС. Отметим, что более 40% экономики Армении зависит от одной России.
Если Пашиняну кажется, что можно кричать, что он не хочет оставаться в ОДКБ, но хочет быть в ЕАЭС по экономическим вопросам, то это так не работает. Тут либо против России, либо с ней, другого варианта нет. Хочу добавить, что экономическая зависимость от такой враждебной страны, как Россия, намного хуже, чем военное сотрудничество с ней. Самое печальное, что эта зависимость стремительно растет. В прошлом году она составляла 34%, а в этом уже более 40%. Не дай бог, но с такими темпами в следующем году она может превысить 45%. А потом кто-то будет спрашивать, где Европа и США, почему они нам не помогают? Запад смотрит на нас как на союзника России, не веря нашим чиновникам, потому что те говорят одно, а на деле и по документам мы остаемся верными союзниками Москвы. Наиболее выгодный сценарий для Армении. Для Армении оптимальным сценарием является победа умеренной коалиции, которая сможет сохранить нейтралитет Грузии и открытые экономические и инфраструктурные каналы. Это позволит Армении продолжать использовать Грузию как основной транзитный маршрут и партнера в области транспортировки и энергетики, не опасаясь жестких санкций со стороны России или Запада. Сегодняшние выборы в Грузии имеют высокие ставки не только для самой страны, но и для всего Кавказского региона. Итоговая ситуация будет зависеть от того, удастся ли властям провести выборы без серьезных последствий для внутренней стабильности и сохранить международное доверие. Результаты выборов в Грузии и США окажут тотальное влияние на внешнюю политику Армении. Прежде всего, сегодняшние выборы в Грузии решат, будет ли у Армении когда-нибудь общая граница с ЕС. Воспроизводство в Грузии действующих властей и приход в США к власти прежней администрации приведут к серьезным перестановкам во всем регионе. В завершение добавлю, что по предварительным данным партия «Грузинская мечта» лидирует с более чем 52% голосов. Вероятно, эта цифра не изменится, так как подсчет голосов уже почти завершен. Постскриптум. Одним из существенных методов влияния на регион является управление балансом сил в регионе. Раньше на Южном Кавказе управление балансом сил было прерогативой России. Управляя объемом поставок вооружений, она управляла балансом и имела существенное влияние на государства региона. Поставки вооружений Азербайджану, Израилем и другими странами, согласованные Америкой, и поставки вооружений Армении, Индии, Франции и другими европейскими странами, согласованные Америкой, означают, что Америка начинает влиять на баланс сил в регионе. А это, как мы сказали в самом начале, один из существенных методов влияния на регион в целом. Ни за Армению, ни против Армении никого нет. Россия и США решают свои вопросы. Интересы стран региона имеют наименьший приоритет при принятии решений. Если вообще имеют. Пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости.